Может ли нейросеть чат-ГПТ сделать другую нейросеть? Говорим чату ГПТ, чтобы он написал нам код для питона, чтобы получилась нейросеть. Также говорим, чтобы название он придумал связанное с моим именем. Коля. И он начинает писать нам этот код. Потом копируем и засовываем этот код в idle. Нажимаем Run и смотрим. Нейросеть представляется как нейросеть Коля и спрашивает, чем может нам помочь. Если мы пишем ей «Привет», то она снова пишет «Привет, чем я могу вам помочь?», но потом просто выключается. Значит, она еще недоделанная. Идем дальше к чату ГПТ. Я написал чату ГПТ, чтобы он доработал программу. Чтобы, когда мы писали «Привет», нейросеть не выключалась, а продолжала свою работу. Теперь убираем старый код и вставляем новый. Теперь запускаем нашу нейросеть и смотрим, что получилось. Теперь, когда мы пишем ему «Привет», он снова спрашивает, чем может нам помочь. Но спрашивает он это 2 раза. Поэтому сейчас мы отправляемся обратно к чату ГПТ, чтобы он исправил эту ошибку. Он все исправил, и теперь все работает как надо. Мы пишем «Привет», он спрашивает, чем может нам помочь. И можем мы писать ему «Привет» сколько хотим. А когда мы пишем ему «Пока», он прощается с нами, и программа выключается. Теперь просим у чата ГПТ, чтобы он добавил в нашу нейросеть функцию калькулятор, чтобы мы могли считать примеры. Вставляем новый код с новой функцией и проверяем. Теперь, когда мы будем писать ему слово «калькулятор», он будет писать, что калькулятор запущен. И в калькуляторе он сможет считать нам любые примеры. Также чат ГПТ сказал, что если мы напишем «стоп», то мы выйдем из функции калькулятора. Но почему-то это не работает. Пишем чату ГПТ, чтобы он исправил эту ошибку. После того, как он исправляет ее, просим добавить его новую функцию в нашу нейросеть под названием уравнение. Чат ГПТ писал код, но почему-то резко прервался, и код не дописал. Когда я написал ему, чтобы он дописал код, он начал его полностью переписывать и внес в него очень много изменений. Он почему-то снова остановился, не дописав до конца. Когда я сказал ему дописать, он стал дописывать, но внес еще больше изменений. Код стал намного больше, поэтому, надеюсь, хотя бы сейчас сработает. Я написал ему, что выдает ошибку, а он ответил, что я должен дописать код сам. Я сказал ему, чтобы он исправил код и дописал его сам. В итоге он начал опять его полностью изменять.
Кто не понял, он сократил код до того, что наша нейросеть просто будет говорить нам привет и спрашивать наше имя, а потом будет еще раз нас приветствовать. Вывод. Нейросеть может сделать другую нейросеть, но малофункциональную. Потом она начнет сокращать код.